14 января только что начавшегося 2026 года процитирую. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября подготовить программу развития электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе ДФО до 2050 года. Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой стратегии социально-экономического развития региона. Ряд поручений Михаила Мишустина касается разработки сопутствующих документов. Так, Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 года предстоит подготовить и внести в правительство проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года, сказано в сообщении на сайте правительства. Знаете, если честно, даже не знаю, смеяться или плакать по поводу этой творческой инициативы, господин премьер-министр. Моя проблема в том, что память у меня короткая, поэтому и записываю все подряд. 2 сентября 2023 года. ТАСС. Прошу правительство вместе с нашими крупными энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Она должна быть рассчитана на длительный период, до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности наших дальневосточных территорий. Поручил Путин. Дату повторю, вдруг плохо слышно. 2 сентября 2023 года. 14 ноября того же 2023 года перечень поручений президента России в адрес многоуважаемого правительства был опубликован на официальном сайте. Разработать и утвердить программу развития электроэнергетики ДФО до 2050 года. Доклад до 1 июля 2024, далее ежегодно. Ответственная по исполнению в перечне премьер Михаил Мишустин и блок отраслевых организаций компании указан в тексте поручения. 4 сентября 2024 года в рамках Восточного экономического форума. Путин потребовал утвердить программу до 1 декабря 2024 года и напомнил, что поручение готовить программу до 2050 года уже давалось по итогам прошлого года. 12 ноября 2024 года дополнительное уточнение в перечне президентских поручений по электроэнергетике. Отдельно зафиксирована задача определить источники финансирования программы развития электроэнергетики ДФО до 2050 года. Срок 1 мая 2025. В исполнителях снова фигурирует Мишустин, плюс профильные структуры. Системные операторы единой энергосистемы, Росгидро, Росатом, Россети и другие. 4 сентября 2025 года. Восточный экономический форум. Совещание по топливно-энергетическому комплексу энергоинфраструктуре ДФО. Путин прямо напомнил, что ранее было дано поручение подготовить программу до 2050 года и определить источники ее финансирования. Срок до 31 декабря 2025 года. Правительство России – это исполнительный орган, который вот так вот исполняет. 2 сентября 2023 года президент поручил, а 1 сентября 2026 года уже будет исполнено. Неимоверная скорость, потрясающая динамика и стремительный домкрат в придачу. При всем том, через что приходится проходить России, СВО, которое на самом деле является прямым боестолкновением со всей военной машинерией НАТО и беспощадной экономической войной против нашей страны, у правительства руки не дошли программу разработать. Понимаю, что звучит наивно, но хочется верить, что это не совсем так, что причины глубже, просто о них стесняются говорить вслух. ДФО, Дальневосточный федеральный округ, напомню на всякий случай, это Амурская, Еврейская автономная, Магаданская, Сахалинская области, Забайкальский, Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Республики Бурятия и Чукотский автономный округ. Наша ЧАО, ихней Аляски. Да, географически это наша Восточная Сибирь и Дальний Восток, все верно. А с точки зрения энергетики, это 11 субъектов федерации, до которых 100 лет тому назад не дотянулся план ГЛРО. Если помнить об этом историческом факте, то совершенно занимательно звучит фраза Путина, произнесенная им на все том же ВЭФ-2023. «Энергетика должна развиваться опережающим образом». Это неофициальный девиз плана ГЛРО, который прозвучал в комплекте с требованием разработать отдельно программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Совпадение? Не думаю. А вот масса милых людей, трудящихся в аппарате правительства и администрации президента, похоже, думают именно так. Не больше, чем случайное совпадение. Есть надежда, что в Минэнерго стали задумываться, что России в 21 веке выпал действительно уникальный шанс повторить успешные алгоритмы плана ГЛРО, но уже на новой технологической основе. Во всяком случае, Сергей Цивилев аббревиатуру ГЛРО не боится.
А в ведомстве, которым он руководит, вроде как разрабатывается новая редакция пресловутого ФЗ-35, закона об электроэнергетике, доставшегося нам в качестве великого наследия Анатолия Чубайса, знатного энергетика, сумевшего так ловко реформировать РАО ЕС России, что иначе как чубайсятиной, происходящей в электроэнергетической отрасли России, я назвать не могу. Почему вроде бы? Да потому что к разработке нового закона привлекаются только специалисты самого Минэнерго. Широкой открытой дискуссии нет и в помине. Один раз такой трюк Минэнерго уже провернуло. Со всех трибун заявляя, что идет обсуждение проекта «Энергостратегии 2050» на экспертном уровне, даже признаков обсуждения не организовала. На выходе получился некий документ, который, напомню, был утвержден правительством в апреле минувшего 25-го, которому так и не разработана дорожная карта, и которую, по словам все того же Сергея Савельева, предстоит пересматривать. Эти слова сказаны в январе этого года и служат замечательной оценкой прекрасной работы. Впрочем, давайте оставим Минэнерго и правительство в сторонке. У них имеются эксперты, которые, конечно же, все поручения президента выполнят с блеском. Наверное. Потом. Может быть. А вот для того, чтобы понимать, применимы ли принципы ГЛРО к энергетике Дальневосточного федерального округа, необходимо сделать два шага. Пункт первый. Понять, откуда взялись, как родились эти самые принципы, кто и когда их разрабатывал. Пункт второй. Убедиться в том, что ГЛРО для Дальнего Востока в принципе возможен, но его реализация займет не один десяток лет. Причем не потому, что у нас на дворе капитализм, а не социализм, а по более фундаментальным причинам. Для этого важно помнить главное. ГЛРО и его реализация не были некой вещью в себе. Это был только первый шаг. Основа для реализации куда более масштабного, чрезвычайно сложного и инженерно совершенного результата. Логика разработчиков ГЛРО не позволила им останавливаться. Уже в 30-е годы прошлого века диспетчеризация работы электростанций позволила создавать районные энергосистемы, тем самым делая работу электростанций не только более надежной, но и экономически более эффективной. Сразу после Великой Отечественной начался следующий этап – создание уже региональных объединенных энергосистем – Центра, Урала. И уже в 1967 году была пройдена главная веха – была создана единая энергетическая система Союза Советских Социалистических Республик. Часовые пояса окончательно стали производственным фактором, обеспечившим самой северной стране планеты самую дешевую в производстве электроэнергию. В 70-х годах прошлого века электротехническая отрасль СССР освоила сверхвысокое переменное напряжение, и с появлением линий электропередач, работавших на 500 и 750 киловольтах, был сделан еще один организационный прорыв. Была создана объединенная энергосистема «Мир», в состав которой вошли страны Совета экономической взаимопомощи. Вошли добровольно и с песнями, поскольку дело было не в какой-то идеологии, а в том, что тем самым единая энергосистема СССР была расширена еще на 2 часовых пояса. Еще выше стала надежность обеспечения электроэнергии, еще выше уровень экономической эффективности. Но ГЛРО логика не предусматривала, что это будет конечным шагом. К 1990 году удалось создать объединенную водно-энергетическую систему Средней Азии, которая в том же году вошла в состав единой энергосистемы СССР и объединенной энергосистемы «Мир». Цель – использовать не только географическую долготу, но еще и широту. То есть не только смену времени суток, но и смену времен года. Гармонизировать максимальный спрос на электроэнергию в зимнее время на севере огромной страны с максимальным спросом на нее в летнее время на нашем юге. С экономической точки зрения это должно было позволить еще раз снизить себестоимость производства электроэнергии. Потому в те же годы шли попытки освоения передачи электроэнергии на большее, тысячекилометровое расстояние за счет использования постоянного тока со сверхвысокими значениями напряжения. К каким последующим шагам могла привести ГЛРО логика, сейчас можно только догадываться. Но мое личное оценочное мнение к еще большему развитию гидроэнергетики и того, что сейчас особенно модно, к развитию солнечной и ветровой электроэнергии. На всякий случай напомню, что первая сетевая ветроэлектростанция, работавшая в параллели с тепловой ТЭС Севастополя, была построена в 1931 году. Да, совсем небольшая. Мощность у Балаклавской ветроэлектростанции была всего 100 киловатт. Но это была первая в мире ветроэлектростанция, работавшая не изолированно, а в составе объединенной сети. То, что ветроэнергетика в СССР вскоре после этого встала на паузу, не отменяет этого факта. Первая в мире ВЭС в составе объединенной энергосистемы была спроектирована, построена и встроена в общую сеть в СССР.
Если кто-то следит за успехами Китая по переброске огромных объемов электроэнергии от солнечных и ветряных электростанций по высоковольтным сетям постоянного тока, вплоть до плюс-минус 800 киловольт, с края на край их страны, то стоит помнить о том, что пионерная работа по передаче электроэнергии по сетям постоянного тока – это тоже электротехническая школа СССР. 1950 год. Опытная линия Кашира, Москва, плюс-минус 200 киловольт. Задел в этих технологиях к середине 80-х был весьма и весьма основательным. И лично я совершенно уверен, что и ВИЭ Советский Союз тоже потянул бы, при этом не допуская европейских зеленых перекосов и закусинусов. К СССР, к нашему собственному опыту централизованной плановой экономики, каждый волен относиться на собственное усмотрение. Я вот считаю, что нас сшибли на инженерном и научно-техническом взлете. Убежден в этом не из-за идеологических убеждений, а потому что на память не жалуюсь. Извините, отвлекся. Давайте-ка вернемся на наш традиционный классический Дальний Восток. В 60-е и 70-е годы прошлого века создана единая энергосистема СССР. Создается объединенная энергосистема МИР. Вовсю идет формирование объединенной водно-энергетической системы Средней Азии. Разрабатываются технологии передачи на дальние расстояния по ЛЭП постоянного тока. А тут что происходило? 16 мая 1968 года дата организационного старта будущей объединенной энергосистемы Востока. Создание первого оперативно-диспетчерского управления в Хабаровске. В 70-е годы еще один рывок. Удалось объединить энергосистемы Хабаровского края и Амурской области. И это, повторюсь, годы плановой экономики, годы могущества Советского Союза, его организационных, финансовых, технических и технологических возможностей. Западнее уже объединены энергосистемы СССР, Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Венгерской Народной Республики Болгария, Чехословацкой Социалистической Республики Румыния, уже объединенная энергосистема Монгольской Народной Республики синхронизирована с объединенной энергосистемой Сибири. В Таджикистане и в Киргизии строятся мощные горные гидроэлектростанции. А на Дальнем Востоке все, чем можно было похвастаться, объединение энергетических систем одной области и одного края. Это я сейчас не памятью хвастался, а показывал, что проблемы с развитием энергетики Дальнего Востока начались куда как раньше, чем закончилась советская власть и пришел капитализм. Эти проблемы отношения к идеологии имеют постольку-поскольку. Их причина носит куда как более фундаментальный порядок. Да-да, сейчас мои размышления можете делить на любое число. Я напомню, основной постулат геоэнергетики. Развитие человеческой цивилизации обусловлено развитием энергетики. Все прочее – феодализм, капитализм, социализм – просто фоновый шум. От мускульной силы самого человека к мышечной силе домашних животных, падающей воды и дующего ветра, к энергии пара, угля, к электроэнергии, к энергии нефти и нефтепродуктов, природного газа, вплоть до энергии ядра урана. А где там Нестор Махно по степи через Урал Льва Троцкого на бронепоезде гонял, это уж будьте добры к историкам с политологами. Последняя перепись населения Российской империи пришлась на 1914 год. На тот момент на территории нынешних Хабаровского и Приморского краев, Амурской еврейской автономной и Магаданской областей, в Якутии, на Камчатке и на Чукотке численность населения составляла 1 227 000 человек. И да, я совершенно осознанно отказываюсь учитывать Забайкалье, Бурятию и Сахалинскую область. Забайкалье и Бурятия входят в состав объединенной энергосистемы Сибири, которая не синхронизирована с объединенной энергосистемой Востока. И на нынешнюю ситуацию с социально-экономическим развитием традиционного, пусть будет вот такое название, Дальнего Востока, эта синхронизация – это как сова на глобус, простите за французский. Ну, а что касается Сахалина, так в 1914 году он в составе России был не весь, а уж синхронизация острова Сахалин и островов Курильской гряды с объединенной энергосистемой Востока – это точно фантастика, причем не просто не научная, а антинаучная. На той же территории, по состоянию на 1 января 1991 года, согласно данным Госкомстата СССР, население составляло около 7,5 миллионов человек, а на 1 января 2025 года – 5 740 000 человек. Повторяю, что это без учета Сахалина. Площадь Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областей, Якутии, Чукотки и Камчатки не менялась. 6,8 миллиона квадратных километров. Для большей убедительности можно и плотность населения высчитать. 1914 год. 0,2 человека на квадратный километр. 1991 год. 1,23 человека на квадратный километр. И на день сегодняшний 0,94 человека на квадратный километр. И какой тут к ангеловой бабушке план ГЛРО?
100 лет тому назад он разрабатывался и реализовывался там, где плотность населения была в десятки, в сотни раз выше. Плотность населения европейской части России – 30 человек на квадратный километр. Урала, с учетом пустынного Приполярья, 6,8 человека, но это с учетом Ханты-Мансийского и Якутско-Ленинского автономного округов. Западная Сибирь, опять же, с частью территории Хмао и Янао, и малонаселенной таежной частью Томской области, 6,2 человека на квадратный километр. И даже Восточная Сибирь, в состав которой входит Красноярский край, это 2,2 человека на квадратный километр. Дальний Восток – это огромное расстояние и крайне разряженная нагрузка. И это есть те физические препятствия для реализации ГЛРО-логики здесь и сейчас. Причины снижения численности населения Дальнего Востока известны. Те самые любезные сердцам экономических либералов святые 90-е. Регион потерял чуть ли не 2 миллиона своих жителей. Я ни в коей мере не умаляю огромные достижения советского периода, но в биографии современной России есть два достижения, которыми мы имеем полное право гордиться. В 2006 году энергосистема Южной Якутии, Нерюнгерский энергорайон, перешла от изолированной работы к параллельной работе с объединенной энергосистемой Востока через межсистемные связи с Амурской областью и с Хабаровским краем. Еще раз, медленно. Несмотря и невзирая, системный оператор РАО ЕС России, которая в нулевые годы отвечала на Дальнем Востоке и за генерацию, и за сети, выполнили то, что в Советском Союзе только планировали. Еще более фантастически выглядит объединение с объединенной энергосистемой Востока изолированной ранее энергосистемы Центральной Якутии, энергорайона вокруг столицы республики. Юра, не все полимеры. Часть из них мы умудрились не только сохранить, но еще и приумножить. Воздушная линия 220 киловольт, Нерюнгринская ГРЭС, Нижний Куранах, Томмот, Майя. Общей протяженностью 755 километров с двумя подстанциями в Томмоте и в Майе. От подстанции Майя раздача по 110 киловольт до Чурапчи и до Барагонца. 9 лет работы, более 18 миллиардов рублей. Но энергетики России сделали эту невероятную работу. Но это уже действительно на пределе возможностей дня сегодняшнего. Плотность сетей на квадратный километр, есть и такой показатель в электроэнергетике, минимальна. Износ сетей и потери в них превышают все нормы. Строительство новых обходится в несусветные суммы, которые растут из-за инфляции и прекрасной работы нашего всеми любимого Центробанка. Самый яркий, как мне кажется, пример – строительство двухцепной линии электропередач класса 110 киловольт от Певека до Билибина на Чукотке. 490 километров и более 18 миллиардов рублей без учета новых подстанций, которые обошлись еще в 2 миллиарда. Условия трассы – тундра, лесотундра, горная тундра и полное отсутствие каких бы то ни было дорог. Дальнейшее расширение электрических сетей с целью их объединения на Дальнем Востоке в настоящее время просто невозможно. Необходимые инвестиции в строительство линий электропередач подстанций будут просто астрономическими, а их эксплуатация с поддержанием в исправном состоянии и без роста потерь потребует совершенно лишенных смысла героических усилий. Основной выигрыш крупных энергосистем – обеспечение перетоков, позволяющих не строить дублирующие друг друга мощности в каждом энергорайоне. В регионах традиционного Дальнего Востока на сегодняшний день это просто невозможно. Реальных вариантов всего два. Либо сосредоточить все усилия там, где объединенная энергосистема Востока уже действует, либо вспоминать то, что стало необходимым дополнением ГЛРО-логики. Конечно же, речь идет о теории энергопроизводственных циклах, ее блистательном, не побоюсь этого слова, воплощении в реальность, территориально-производственных комплексов. ТПК – это не энергорайон, это несколько иное понятие. Энергорайоны создавались в 30-е годы прошлого века там, где уже имелась необходимая плотность населения, где создание населенных пунктов не было критически важным. Неоднократно уже приводил пример Братского Устилимского территориально-производственного комплекса, основой энергообеспечения которого стали, как несложно догадаться, Братская и Устилимская ГЭС. До начала реализации этого проекта территориально-производственного комплекса на территории, которая вошла в его состав, проживало 42,5 тысячи человек. К моменту завершения проекта около 550 тысяч человек. Ни вахтовых специалистов, ни приглашенных иностранцев, а постоянных жителей новых городов, связанных с сетью дорог, линий электропередач и всей прочей необходимой инфраструктурой. ТПК и есть тот инструмент, который позволит развивать Дальний Восток не на словах, а на деле, причем без надрывных усилий по расширению объединенной энергосистемы Востока.
Опять же, в качестве возможного примера. Вот карта Якутии. Удобно тем, что здесь видна часть трассы Амуро-Якутской железной дороги, что позволяет заодно оценить и маршрут линии электропередач, связавшей Нерюнгридские и Якутские энергорайоны. Вот на это расстояние приходится перекидывать электроэнергию со всеми возникающими сложностями по режимным ограничениям и по потерям. На трассе виден и город Томмот, неподалеку от которого на одноименной реке в ноябре этого года компания «Эльга Уголь» предложила возвести Канкунскую ГЭС мощностью 1 гигаватт. Потенциальные якорные потребители – проект Эльконского уранового месторождения Росатома, 130 километров по прямой от Свора, в котором спроектирована ГЭС, и крупное месторождение апатитовых руд близ города Алдан. География и геология подсказывают, что проект территориально-производственного комплекса здесь возможен и уместен даже при неполных геологических данных. Напомню, что территория Якутии разведана только на 12%. Этот территориально-производственный комплекс способен обеспечить совершенно иную связанность Южной и Центральной Якутии. Позволит бороться за снижение стоимости энергии и повышение надежности ее обеспечения, то есть вернуться к ГЛРО-логике, но уже на другом витке спирали развития. Пример это вот просто навскидку. У нас в России их может появиться десятки, причем не только на Дальнем Востоке, но и в европейской части России. Но сегодня примеров возможных проектов территориально-производственных комплексов больше не будет. Не потому, что их нет, их как раз есть. Но плясать ведь надо от печки. На Руси всегда так было принято. Печка в нашем случае – это понимание того, что такое ГЛРО-логика, на какую базу опирались специалисты, его разработавшие и воплотившие в жизнь. Как-то вот так случилось, что мы эти знания едва ли не потеряли. Мы настолько привыкли, что в розетках всегда есть 220, а радиаторы отопления в морозы жарят так, что форточку приходится открывать, что просто не задумываемся об этом. Но ведь еще Владимир Ильич Ленин сказал, что важнейшим из искусств для нас является электричество. Или не сказал? Или сказал, но не он. Неважно. Главное, что это абсолютно верно. С учетом темпов, которые демонстрирует наше глубоко уважаемое правительство при разработке программы развития энергетики Дальнего Востока, торопиться нам особо некуда. Потому есть предложение, от которого попробую не отказываться. Предложить вашему вниманию, уважаемые зрители и слушатели, цикл передач, посвященных всему тому, о чем сегодня говорилось. О принципах, на которых работает крупная объединенная энергосистема, и о том, как профессионалы пришли к пониманию этих принципов. О том, какой замечательный симбиоз получится, когда вместе работают энергетики, геологи и промышленники. О том, как именно в СССР удалось вдвое увеличить КПД электростанций. Результат, который уже никогда в истории никому повторить не удастся, поскольку КПД наших стареньких угольных электростанций подкатывает к 80%, то есть на 2 умножить уже арифметика не позволяет. О том, что такое централизованное отопление, как выглядят основные положения теории энергопроизводственных циклов, как выглядела практика территориально-производственных комплексов и какой эта практика вполне может быть на нынешнем уровне развития технологий и науки. Неспешно такой разговор, торопиться не стоит, уже для того, чтобы что-то важное не потерять. Вот я не упомянул сегодня топливно-энергетические балансы. Хронометраж передач не позволяет. Не стал рассказывать, как в объединенную энергосистему вписались атомные электростанции. Насколько важно для энергетики все, что связано с транспортировкой первичных энергоресурсов. А это ведь нехорошо, так делать нельзя. И еще один момент. Минувшей осенью на наших каналах уже вышли 2 передачи, посвященные истории ГЛРО. Я попрошу операторов-монтажников оставить ссылки на них в приложенном описании. Предлагаю считать их началом будущего цикла, который в обязательном порядке продолжу, и если повезет, попробую завершить.